User MT5. Хочу нарисовать сруб, деревянную избу. Но хочу это сделать пятнами. Во! Пастозно, прекрасно. Как тогда показать, что это сруб? Как показать бревна? У вас, может, есть урок с избами? Я не припомню, чтобы у меня был урок с избами. Может, кто-то видел. Подскажите быстро, у меня голова не соображает после балерин. Так, но тем не менее, вот как писать? Ну, по пятнам, так значит, по пятнам, так по пятнам. Значит, не обращайте внимания на их там вот эти вот теневые, световые части каждого бревна. Вы же берете широкими массами. Значит, прищурьтесь и смотрите. Пятно большое, вот это там, я не знаю, изба, да, вот какая-то часть, и боковая. Ну, берите это пятно большое, вот этих бревен целиком, по среднему пятну, по отношению там к крыше, я не знаю, снег, если это снег, к траве. Не надо вырисовывать окошечки, еще там чего-то там, мелочи всякие, заборы, штакетники считать. Мы же не бухгалтеры. Так что другая часть по большим пятнам. Большим это значит игнорировать всякие бревна. Потом кое-где, может, раз там световую часть. Если это возникнет в этом необходимость, может быть, уже будет работать само по себе, и все. Получится. Я в вас верю, если мыслить широко. Так что успехов, удачи. Юзер Ж. Смотрю на картины и ощущаю запах масляных красок. Это необъяснимо. И так каждый раз. Даже через экран. Может, рядом просто краски открыты на палитре лежат? Или не закрыли растворитель? Если все закрыто, то это сильное впечатление. Значит, вы импрессионист или йог. Например, лимон режете и во рту сразу кисло. Ну, очень хорошо сенсорика работает. Игорь. Все, Вячеслав, вы меня убедили, стану художником. Склонность есть. Денег нет, упертость и тележка терпения. Скоро у вас на уроках и выездных пленерах. Замечательно, Игорь, приезжайте. Упертость, тележка терпения, горение, которое, я чувствую, у вас есть, вот оно проявилось, настало время. Кстати, в любом возрасте это возможно. Не знаю, сколько вам лет, даже если 17 или 80, не имеет значения. В природе ведь ошибок не бывает. Прорастает, вот цветок зацветает вовремя. А даже такая притча, по-моему, есть, что там монах какой-то идет и видит, что очень неуклюже, как мотылек там вылупляется там, из какого-то там чего-то, там личинки, кокона, не знаю. И так холодно, и он решил согреть его в ладонях, и тот поменял миры. То есть в природе все очень точно. Не надо ничего греть ладонями, там, попытаться побыстрее яйца раздолбить, чтобы, значит, птенец вылез. Так и здесь. В нужное время прорывается вот это желание стать художником. Я только за. Все совпало. Душа знает, что нам нужно. Больше знает, лучше знает. Мы можем всю жизнь, я не знаю, тратить на какую-нибудь работу в бюстгальтерии или где-нибудь, я не знаю, ну там, где нам вот лямка, да, лямку тянем. А душа хочет там, я не знаю, пирожки печь или там музицировать. А мы все время наступаем на горло песни. В итоге через какое-то время она прорывается, если мы успеем, конечно, до этого времени дожить. Nissan. Я не художник, но люблю изобразительное искусство. Совершенно случайно, от скуки. Я придумал новый стиль, не похожий на все, что пишут художники за последние 1000 лет. Я не самовлюбленный идиот. Это действительно оригинально. Больших букв написано. Я в восторге от открытия. Вопрос. Как известить мир о новом стиле? Даже не важно, кто автор. Ну так вот, я извещаю с помощью вас. Nissan открыл новый стиль, друзья. Поаплодируем ему. Но вам нужно, Nissan, с кем-то вступить в сговор. Ну, в договорные отношения. Найти художника, если речь о живописи. И сказать ему, вот я придумал, сделай в этом стиле что-то. А я тобой буду руководить.
И потом поделите, значит, доходы многомиллиардные пополам там, или как вы договоритесь. Так что успехов, друзья. Давайте пожелаем Ниссану, открывателю нового стиля за последние 1000 лет. Достижений и прорыва. Мы всей палатой только будем... Вообще, можем выставку в наших коридорах сделать. И все увидят. У нас в Телеграме есть возможность выставиться. В коридорах Телеграма, пока он еще живой. Друзья, напомню, что акция работает у меня в онлайн-школе. 60% минус. Ну, то есть, прям сильно дешево. Щедрые подарки для женщин. И мужчин тоже это касается. Ну, в общем, для всех. В честь Дня весны, который вот-вот будет завтра. А акция продлится до 9 числа, включительно, ну, до ночи прям. Так что заходите в школу, на сайт, выбирайте то, что вам нравится. Маргарита Пасмор. Вопрос о темпере. Можно ли продолжать работу над незаконченным сюжетом по-сухому или необходимо как-то смачивать поверхность для связывания слоев? Да нет, не надо, это же ПВА. Главное, чтобы не жирная была поверхность. И он пристанет к любой, к стенке, к картонке, к собачонке. Но можно ее отмыть просто быстренько, к кошечке. Мылом хорошо отмывается, ну, если сразу. Если потом, ну, потяжелее, но лучше. Если вот акрил, например, попадет на окошечко, волосы, все, уже это надо вырезать. А темпера тем и хороша, что не надо ничего смачивать в любой момент, с любого места, в любое время можно писать и дописывать. Спасибо, Вячеслав. Морозное утро, завораживающее, столько энергии. Покажите, пожалуйста, нормально, близко и медленно свои композиционные зарисовки в блокноте, если вы не против. Не против, пожалуйста. Покажу тогда в конце ролика. Но эти зарисовки часто выглядят очень просто. Мне они понятны, потому что я могу контуром разграничить два пятна между собой, понимая, что это просто будут пятна, и я буду искать решение. То есть я не штрихую ничего, просто очень контуром так намечаю конфигурацию пятен из принципа неодинаковости, чтобы не было, например, два пятна, вот, бум, таких одинаковых, тем более на одном и том же расстоянии. Это симметрия. Все асимметрично. Пальчики вот я выставили, например. Если просто рисуете человека, вот, как лопата у него, ну, неинтересно. Все симметрично, все под одним углом. Пусть разные углы будут, разные куда-то, один в сторону, один глаз доской заколочен. Ну, в общем, по-разному. Разные углы, разные расстояния, разные наклоны. Все разное, все. Но не бывает одного дня. Вот завтра будет другой день. По-другому встанет солнце, по-разному будет все освещено. Закат будет другой. Не бывает одного заката. Даже один и тот же человек встает утром, смотрит на тебя. Елена Пухарева. Слава, можете подробно рассказать о лампах, которыми подсвечивать постановки? Или даже показать, где их искать, в каких специализированных магазинах? Да чего там искать? Просто на Озоне или в Валберисе. Элементарно просто. Ну вот недавно я лампочку купил. Смотрите, чем она хороша. Значит, во-первых, головка у нее. Хопа, такая подвижная, ну, шарообразная, да? Во-вторых, тут светофильтры разных цветов. Вот раз ты можешь желтый, бирюзовый, там, ну, 4 светофильтра. Белый. Причем и еще вот этой штукой вот регулируется. Да, она подключается, естественно, к USB. Да что, собственно, мы мучаемся. Сейчас я включу и все расскажу. Вот, собственно, прямо здесь и включу. Вот. Включил. Опа. Значит, она по интенсивности регулируется. Видите, меньше, меньше, больше. По температуре цвета. Опа. Холодный, теплый, разный теплый. Ну, еще плюс светофильтры. Так что чрезвычайно удобная лампочка. На Озоне и на Валберисе очень недорого стоит. Вместе со штативом. Ну, купили их там пару-тройку и достаточно. В Озоне называется портативная светодиодная LED
Панель с цветными фильтрами, с напольным штативом и универсальным держателем для телефона. Стоит 2100. Ну, если это не нравится, другую подберете. Их много различных. Удачи! Друзья, мой канал нуждается в лайках каждый раз, когда вы смотрите. Так что, пожалуйста, отметьтесь в журнале. Задавайте вопросы, комментируйте. Два года назад я проводил класс в Абрау Дюрсо. Репортаж об этом классе после этого ролика. Прямая ссылка будет перед вами.